O sea, por eso olía acá. Claro, estaba viendo. Pero bueno. Я Хуан. Здесь меня все знают. Pásalo bien. Mucha suerte. Muchas gracias. Но вот то, что здесь вот так вот, я не мог представить. Как автостопить лодки? Looking for the ride somewhere. I am captain, but we have a crew. Добро пожаловать на Канарские острова. У нас как бы встреча такая с девушкой, что мы хотим общаться. Как же хочется спать. Это такой первый раз, чтобы самолет не мог сесть с первого раза. Мы уже практически коснулись взлетной полосы и вдруг резко начали взлетать снова. Что произошло, еще только капитан сказал. Резкий поток ветра начал сносить хвост самолета в другую сторону. Было принято решение взлететь, подождать, пока ветер утихнет, попробовать еще раз. Вы даже не представляете, как его сейчас из стороны в сторону, то вверх, то вниз, то влево, то вправо. Мы на Тенерифе, на Канарских островах. Ох, ребятки, как же здесь жарко. Вообще никакого представления нету. То, что будет происходить сейчас. O sea, por eso olía acá. Thank you very much. Pásalo bien. Бай-байки. Автостопиться достаточно хорошо. Я не знаю, есть ли такой термин, как hitchability, но если есть, то здесь он неплохой. В Исландии, конечно, получше, но здесь тоже хорошо. Странные вещи здесь происходят. Ко мне подлетает чувак на пикапе, говорит: ты вообще знаешь, кто я такой? Я Хуан. Здесь меня все знают. Похоже, знаете, на бандюгана. Здесь стоять нельзя. Почему? Здесь ходят автобусы. Ну да, но я автостопер. Вот тебе деньги, сядь на автобус. Дал мне 20 евро. Ладно, вроде бы начальный бюджет должен уменьшаться, а он увеличивается. Он взял мой инстаграм, вот только приехал, и начались всякие латинские штучки. Добрался я до города. Честно говоря, мне интересно сейчас найти где-нибудь интернет и посмотреть вообще, что это за чувак, потому что, ну, как бы, хрен знает. У меня появились свободные 20 евро. Я практически не потратил, потому что автобус стоит евро 80. Помните, я вначале говорил, что как судьба распорядится, так оно и будет? Ну, судьба вот распоряжается, видимо, так. Я, наверное, схожу в порт и поспрашиваю у чуваков на кораблях. Может быть, кто-то может меня захватить и куда-нибудь закинуть. Мне кажется, может быть весело. Вообще не мог подумать, что Канары настолько тихие. Конечно, может быть, меня закинуло куда-то не туда. Вся жесть происходит где-то не здесь. Но, блин, ну мы в столице, ребят. Так, ладно, я в порту. Я вообще не понимаю, как автостопить лодки. Опыта я такого, конечно же, не имел. Ну, наверное, просто нужно подходить и говорить, типа: йоу, чуваки, можно куда-нибудь поплыть с вами? Ну, я просто вообще не представляю, это так тупо, ладно? Машина, понятно, поднимаешь руку и все. А здесь, типа, как? Do you speak English? What's happened here? You can visit boat of Greenpeace. And you can go in every place? There are a boy who brings you each part of the boat. But it's not going somewhere. No. Это лодка Гринписа. Здесь гейский флаг. Но забавно нет. Забавно то, что ты типа можешь на нее подняться, бесплатно посмотреть, все тебе расскажут, что тут к чему. Ну, типа экскурсия на халяву. Как мне узнать у капитанов лодок, можно ли мне с ними поплыть, если тут тупо даже нельзя зайти к ним? Excuse me, do you speak English? I'm looking for the ride to somewhere by the boat. I'm hitchhiker. Do you think it's possible? You are not the captain? I am captain, but I have a crew. Окей. Да, конечно, люди удивляются, но какого-то типа отказа четкого я не слышу. Я не знаю, на самом деле, я просто сел рядом с этими воротами и, наверное, посижу здесь пару часиков, подожду, пообщаюсь. Блин, может быть, кто-нибудь согласится.
В общей сложности, наверное, выходило человек 7-8. Из них половина вообще не говорила на английском. Как правило, это были французы. Почему есть столько французов? Именно французов, да, а не испанцев, хотя это территория Испании. Половину английский знали. Это были британцы. Я поговорил с ними. Оказывается, то, что не так часто кто-то куда-то отплывает. Иногда, может быть, выплывает, чтобы почилить в море. Но чтобы куда-то плыть, менять свое местоположение, такое бывает редко. Один капитан сказал мне, что этим утром выплыла всего лишь одна лодка, хотя этих лодок там сотни. Статистика очень маленькая. Я на самом деле не удивлен, то, что люди порой бывает ждут неделю, 2 недели, чтобы куда-то уплыть, потому что, ну, реально плавает очень мало. Решил сходить в магазин. Не понимаю, в чем прикол. 2 килограмма персиков 1,5 евро. Когда вино стоит 90 центов, как здесь не спится, я не понимаю. Оу, шит, вот это его разложило. В общем, этот огромный пакет этого дня на 2-3 точно хватит. Обошел всего лишь 400 рублей. Я не знаю, зачем я это купил, но я купил попкорн. Сомнительный, конечно, чувак. Пытаюсь его найти в сегодняшних подписках и не могу. Вообще, от слова никак. Зачем он брал мой инстаграм? К сожалению или к счастью, это все, что от него осталось. Наверное, к счастью. Произошла неведомая ситуация просто. Я хотел заселиться в хостел. Пришел, все закрыто. Пришли жильцы. Я закосил за человека, который здесь тоже живет. Они мне открыли все, что только можно было открыть. В итоге я сижу на кухне. Тут есть, короче, небольшая веранда. И там есть 2 гамака. Очень не хотел так делать, но... Ну что мне еще остается делать? Ну не бомжевать же мне там в парке. Каждый ищет те пути, которые может найти. Вот так будет выглядеть моя бомжевальня. Ну, мне кажется, что это скорее похоже на апартаменты люкс-класса. И все это под открытым небом. Тут есть такой очень крутой гамак. Честно говоря, никогда не спал в гамаках. Это вот мой первый опыт. Мне кажется, это мой вариант. Всегда тогда появляется какая-то фортуна, появляется 20 евро. Ты хочешь их потратить, как-то использовать. Но у тебя не получается. И приходится, как всегда, обходными путями обходиться. Мне было очень хорошо. Я просыпался за ночь только 1 раз, от того, что было холодно. Честно говоря, поспал бы еще. Но через полчаса люди начнут вставать. Это будет странно, то, что я лежу просто на полу. Я взял подушечки, которые были здесь, и разложил их вот тут вот. Вот, и лег. Мне такие яркие сны снились. Сначала пытался уснуть в гамаке, вон в том. Но мне это сделать не получилось. Да я в нем лежу, у меня типа ноги тянутся как-то вверх, некомфортно. В теории, наверное, я могу это покушать. Сегодня воскресенье, на улицах еще более пустынно, чем обычно. Поэтому я решил сгонять куда-нибудь в горы. Я вчера общался с чуваком, он сказал мне, что здесь просто невероятно крутые звезды, если нету облаков. Поэтому я думаю, что я сейчас поеду куда-нибудь подальше от города, дождусь ночи и попробую их пофоткать. Также я немножечко прошарился в теме, посмотрел. Оказывается, есть некоторые специализированные сайты, где коннектятся капитаны кораблей и, собственно, экипаж. У капитана есть надобность в экипаже, у экипажа есть надобность в том, чтобы путешествовать с одной точки на другую. Вот как бы они так и стыкуются. За бесплатно, работая на корабле, корабль их перевозит куда-то. Я посмотрел этот порт. Те, кто в ближайшие неделю отходит, 3 человека. Кто-то вообще не принимает без опыта. Было несколько, кто мог бы принять, но там проблема в том, что они плывут не куда-то в Европу или не куда-то по местным островам, куда мне нужно. Они плывут в сторону Панамы, в сторону Южной Америки. А еще фишка в том, что до Панамы плыть, ну, недели 2-3, наверное, отсюда. Не меньше на таком маленьком судне. Thank you. Are you going to hike? Yeah. Too? I don't know. I don't have plans for 2 weeks. Maybe. Блин, ребят, офигеть, куда меня вообще закинуло. Минут 30 ехали по горным серпантинам, переехали перевал, тут тоже есть жизнь. Я просто смотрю на карту, у меня там вообще ничего нет, то есть ни домиков, ничего. Мы переезжаем, и тут прям целый город на горе. Я никогда не думал, что местность у Канар настолько вот такая вот, вверх-вниз, вверх-вниз. Вот, погода не очень звездная, я бы сказал. Вот, может, конечно, к вечеру рассосется. You're going also there? We are looking for a place to buy food for Okay, yeah.
Hello. Are you traveling alone? Yeah, I want to see the stars. Как зовут? Дима. Сергей. Очень приятно. Мы здесь много уже лет. А, вы тут живете? Ну вот Олеся, наверное, совсем тут не сосчитать. Всю жизнь? Белоруссия, Москва, да. Ну, я вообще, в принципе, приехал первый день. Хочу просто понять, что интересного там. Где вы живете? У меня палатка. Что могу сказать от себя? Значит, вот это Анага, да? Очень красивые леса по-настоящему. Там можно походить, побродить очень неплохо. Вот сюда пойдете, тоже все хорошо. Мы сейчас начинаем уже готовиться, чего? Как бы встреча такая с девушкой, что мы хотим общаться. Куча всего. Остров может показаться вначале, что как бы нечего смотреть. Но я за 11 лет проездил 100 тысяч километров, еще даже не изучил его. Поэтому, ну что, Олеся, готовимся? Ну ладно, бегите. Спасибо в любом случае. Я в очередной раз охреневаю с того, как здесь все выглядит. Я вообще не мог представить, что это так. Иногда захожу в Инстаграм, смотрю фоточки каких-то своих знакомых, подруг, Канарские острова, фоточка в купальнике, фоточка с коктейлем. Но вот то, что здесь вот так вот, я не мог представить. Ребят, камон, заканчивайте создавать слишком однобокий образ этого места. Здесь ведь не только так или вот так. А у многих, я уверен, создается именно такое впечатление. Да что уж там говорить, даже я не знал, как тут бывает. It's only time and touch we spend. No chance we're gonna make it, but baby, can we fake it? Вот прикиньте, мы сейчас в горах, а здесь все равно живут люди. Тут все, конечно, очень каменное и безжизненное, и нету никакой почвы особо. Конечно, можно сказать, живут они и в лачугах с перекошенными крышами, но... Это настоящий кактус. Я слыхал, что кактусы вроде можно кушать. Насколько знаю, из них в Мексике салаты делают. Блин, капец, он острый, реально. Верблюды в пустынях просто так берут и едят эти кактусы, потому что больше неоткуда находить воду. И я просто не представляю, как они это все пережевывают, потому что он очень острый. С другой стороны, если хочешь выжить, конечно, тебе будет не до этого. Растение, которое приобрело зачем-то вот эти иголки, наверное, от кого-то защищается, но это прям вообще жесть. Машина для уничтожения просто всего. А это так, лайтик. Не знаю, насколько это хорошая идея ставить палатку здесь. Мне кажется, что это одно из самых странных мест, где я это делал. Но за последний час это единственное, что я нашел более-менее адекватное. Потому что здесь все в камнях, в скалах. Выглядит это примерно так. Вот идет тропа. Вот маленький пятачок. Скажи, кукушка. На самом деле не очень понимаю, насколько палатки приспособлены к тому, чтобы стоять на камнях. Я просто что боюсь, то что когда поверхность палатки соприкоснется с камнем, а камень достаточно острый, она может просто порваться. Вот, например, смотрите. Он реально как лезвие ножа. Я бы очень не хотел бы на такой наступить голыми ногами. Его в принципе никак не вытащишь, потому что он глубоко. Блин. Солнце мое. Короче, где-то час потратил на то, чтобы поставить палатку. Заложил все мхом. И сейчас покажу, что сделал еще. Вот так это идет. Оборачивается вокруг камня. И камень я положил кусты, которые этот камень держит, чтобы он, не дай бог, никуда не укатился. А сбоку я просто выложил такие пирамидки из камней. Ну, опять же, колышки я вставить не могу, потому что здесь не земля, а камень. Поэтому я просто решил вот выстроить такие башенки. Знатно меня, конечно, сейчас рубануло. На полдня просто решил прилечь и просыпаюсь уже почти что ночь. К сожалению, небо не рассосалось, все в облаках, звезды. Но я очень сомневаюсь, что что-то произойдет, что-то изменится и вдруг резко станет идеально чистая погода. Я в целом все сделал для того, чтобы увидеть звезды. Приехал в горы, забрался куда повыше. Может, конечно, станет лучше, но я очень сомневаюсь. Кто остался в светлой